1991 году мировое внимание в основном было направлено на Советский Союз, доживавший последние дни. Но пока на севере заканчивалась шедшая многие десятилетия холодная война, на Ближнем Востоке развивался другой сюжет. Иракский диктатор Саддам Хусейн захватил соседнее государство, Кувейт, в надежде, что никто не заметит, и катастрофически ошибся. Так началась довольно короткая, но очень интенсивная война в Персидском заливе, из-за которой объединился без преувеличения весь мир. Поговорим об этом сегодня, а еще о неожиданном последствии той войны, которая ждала своего часа аж 30 лет до 2022 года, до новой войны в Европе. Только перед тем, как начнем, во-первых, небольшое объявление. В нашу команду, работающую над книгой о Второй мировой, нужны иллюстраторы. Задача — изображать исторические и батальные сцены, портреты значимых личностей, а также иллюстрировать технические подробности сражений. Вот так вот, как вы видите на экране. Чтобы откликнуться на вакансию, заполните анкету по ссылке в описании, которую мы оставили под видео. А еще, как обычно, в описании инструкции по обходу блокировок. Спонсор VPN Liberty, у них сейчас 30 дней бесплатно. В 1988-м Ирак закончил 8-летнюю войну с соседним Ираном. Войну начал сам Ирак. Иракский лидер Саддам Хусейн был светским диктатором, а новая власть аятолл в Иране призывала Саддама свергнуть и установить в стране такую же исламскую республику. Война обернулась ужасом для обеих сторон и закончилась в итоге абсолютно ничем. Границы не изменились, Саддам и аятолла Хамейни остались у власти, но погибло очень много людей. За 8 лет войны Ирак накопил огромные долги перед соседними арабскими странами, выплачивать которые Саддаму было нечем. Сначала тот решил применить дипломатию, заявил кредиторам, что он вообще-то регион спас от иранских мракобесов, и потому долги ему нужно простить. Мысль нашли интересной, но не особо убедительной, долги остались. И тогда Саддам вспомнил, что у него осталась огромная армия, которой не пристало сидеть без дела. Одним из кредиторов Ирака был Кувейт, соседнее нефтяное государство. В Ираке и так давно считали, что Кувейт — исконно иракская земля, которую оттяпали западные империалисты. Соответственно, если вернуть Кувейт в родную гавань, решены будут сразу две важные задачи. Во-первых, конечно же, будет восстановлена историческая справедливость. Во-вторых, чисто бонусом возвращать долги не придется. Ну и нефти там много. Готовясь к войне, Саддам публично возмутился тем, как Кувейт добывает нефть. Мол, слишком много качают и демпингуют цены, а еще воруют иракскую нефть при помощи специального маневра – бурят в бок. В общем, методом сложно сочлененных ментальных упражнений был выработан повод для новой войны, и иракская армия вторглась в Кувейт в августе 90-го года. Кувейтские войска сопротивлялись, но шансов у них, конечно, не было. Страна была настолько маленькой, что Саддам оккупировал ее за 3 дня. Первым делом, естественно, была создана Кувейтская Народная Республика, которая сразу же, следуя единогласному призыву угнетенного народа, попросил в состав Ирака. Фельдмаршал Хусейн, человек большого сердца и не меньшего сострадания, просьбу свободной республики услышал и Кувейт аннексировал. Вторжение было завершено. Правящая семья Кувейта тем временем успела уехать в Саудовскую Аравию. Сами саудиты аннексии Кувейта были, мягко говоря, взволнованы, ведь у них самих с Ираком огромная граница. Тогда королевство начало искать союзников, которые помогли бы им защититься от Саддама. На поиск потребовалось где-то минут 10. Вторжение Саддама и аннексия Кувейта сделали невозможное, просто потому, что это все не понравилось вообще никому. За эпоху Холодной войны все привыкли, что есть какой-то конфликт, в котором с одной стороны американцы, а с другой СССР. Иногда еще с третьей Китай. Где-то тайно финансируются чьи-то повстанцы, а все сверхдержавы либо ругаются друг с другом, либо желают победы обеим сторонам. В этот же раз все пошло совсем иначе. Моментально сложился консенсус среди всего мира, что Саддам охренел. Взял и захватил чужую страну ради нефти и денег. Никто не сопротивлялся, не толкал пламенные речи, не затирал проамериканский империализм. Все страны решили, что Саддам Хусейн нарушил все правила и надо ему дать по морде, поэтому его накажут и будут правы. На призыв Саудовской Аравии моментально отозвались американцы и отправили в страну своих солдат, а потом еще и еще. Одновременно американцы начали активную работу в ООН. В Совете Безопасности приняли резолюцию о том, что Саддам плохой человек и из Кувейта ему надо свалить. СССР и Китай проголосовали вместе с Америкой «за». Затем, пока американцы наращивали армию в Саудовской Аравии, они провели резолюцию об экономических санкциях. Что на Саддама повлияло? Не сильно, лишь сделало очевидным, что дело идет к войне.
Страны, которые согласились участвовать в войне против Ирака, стали называть просто коалицией. Она была огромной и довольно разношерстной. Лидером были, конечно, США. Из других крупных стран участвовали Британия, Франция, Канада, Австралия. Войска присылали многие другие страны НАТО. Но совсем необычным было то, что коалиция была вовсе не чисто западная. Помимо Саудовской Аравии, много войск прислали Египет и кувейтское правительство в изгнании. Поучаствовали Катар, Бахрейн и даже Сирия, которой тогда правил отец Башара Асада, Хафиз аль-Асад. Наконец, в коалицию вошли страны Восточной Европы, которые только-только скинули коммунистические правительства – Польша, Румыния и Чехословакия. Коалиция начинает действовать стремительно. По плану из 3 фаз первой становится операция «Щит пустыни». Войска коалиции размещаются на границе с Ираком и Кувейтом и не дают Саддаму вторгнуться в Саудовскую Аравию. Помимо миротворческого смысла, есть здесь и экономический. Вместе у Ирака, Кувейта и саудитов было больше половины всей добываемой тогда в мире нефти. Контроль Саддама над всем этим богатством был недопустим даже на пару месяцев. В итоге щит пустыни сработал. Саддам сидел смирно, наблюдая, как у его новой границы свиньей выстраиваются западные танки. В ноябре 90-го года ООН приняла финальную резолюцию «Ультиматум». Либо Саддам выводит войска до 15 января 91-го, либо странам-членам ООН можно будет применять любые необходимые меры для освобождения Кувейта. В переводе с дипломатического это означает, что можно вводить войска. 15 января наступило, Саддам не сдвинулся, и война началась. Руководил всеми войсками коалиции американский генерал Норман Шварцкопф. Он отличался тем, что не забывал о важности общественного мнения. Войска коалиции еще только собирались в Саудовской Аравии, а он уже начал ходить к журналистам на долгие и обстоятельные пресс-конференции, чтобы объяснить свои планы войны в рамках разумного. Эти мероприятия стали популярными, харизма у генерала имелась, и в итоге Шварцкопф стал публичным лицом операции. 16 января начинается вторая фаза войны под названием «Буря в пустыне» – бомбежка Ирака. Самолеты и корабли коалиции, в основном американские, конечно, целый месяц обстреливают Ирак бесконечным потоком ракет и управляемых бомб. Иракское ПВО относительно развито, и самолеты коалиции сбивает, но ее совершенно недостаточно для настоящей борьбы. За месяц бомбежек США и союзники уничтожают сотни самолетов, ракетных комплексов, складов и практически всю военную инфраструктуру Ирака. Чтобы хоть как-то на все это ответить, Саддам разрабатывает необычный план и начинает обстреливать ракетами страну, которая вообще никак во всей заварушке не участвует – Израиль. Предполагаю, что Израиль на обстрелы ответит и ударит по Ираку, а за Израилем в этом деле действительно еще ни разу не заржавело. Соответственно, Израиль атакует Ирак, после этого арабские члены коалиции вспоминают, что настоящий враг евреи, и из коалиции выходят. А то и вовсе начинают снова дружить с Саддамом. Проверить этот хлипкий замысел на деле не удается, потому что Израиль Ираку не отвечает. Не по доброте душевной. В Израиле ракетой убит один мирный житель, и израильские власти уже готовы врываться в войну. Но американцы проявляют чудеса дипломатии и убеждают тех ничего не делать, заодно прислав систему ПВО. В итоге из коалиции никто не вышел, и начинается третья фаза – наземное вторжение. Генерал Шварцкопф ожидал, что будет сложно. Иракская армия была 4-й в мире. Ее солдаты все прошлое десятилетие набирались опыта в войне с Ираном. Словом, противник серьезный. Поэтому коалиция перебрасывает на Ближний Восток сотни тысяч солдат, чтобы иметь хорошие шансы в тяжелой битве. Наступление начинается не только на захваченный Кувейт, но и на сам Ирак. Участвуют все. В основной группе войск американцы с британцами, с левого фланга их прикрывают французы. В сам Кувейт американцы заходят с арабскими армиями, саудитами, египтянами, сирийцами и самими кувейтцами. И тут происходит совсем не то, что ожидалось. Войска коалиции не только быстро освобождают Кувейт, но берут под контроль весь Южный Ирак, включая выход к морю. Сопротивление оказывается слабым. Войска Саддама просто бегут домой. Ни боевой опыт иракцев, ни численность их войск, ни предположение, что Ирак использует химическое оружие, как уже делал в Ирано-Иракской войне, никакие расчеты не оправдывают себя. Так битва, к которой готовились как могли, идет всего 4 дня и заканчивается полным разгромом Саддама Хусейна. У разгрома этого останутся 2 запомнившихся символа. Первый – шоссе смерти, дорога из Кувейта в Ирак, по которой отступают войска Саддама. Авиация коалиции бомбит их целую ночь, а на утро шоссе оказывается завалено сотнями сгоревших танков и БТРов. А второй символ – горящие нефтяные вышки. Их подожгут отступающие иракские войска из мести.
Война в Персидском заливе закончилась уверенной победой коалиции. Кувейт был освобожден, Южный Ирак захвачен, в воздухе было неоспоримое господство Соединенных Штатов. Но мирное соглашение, которое подписали 28 февраля 1991-го, никак дополнительно Саддама Хусейна не наказало. Было объявлено перемирие, и войска коалиции в итоге территорию самого Ирака покинули. Все прекрасно понимали, если бы президент Буш-старший захотел дойти до Багдада и свергнуть Хусейна, то он спокойно бы это сделал. Но этого не произошло. Почему? Потому что администрация Буша-старшего более адекватно оценивала свои навыки национального строительства, чем администрация его сына, Буша-младшего, 10 лет спустя. Американцы не захотели сносить режим Саддама, потому что понимали, тогда руководство Ираком ляжет на их плечи, чего им совершенно не хотелось. После феноменального успеха в войне в Персидском заливе ввязываться на много лет в создание нового Ирака со свободой, демократией и всеми причитающимися прочими делами выглядело совершенно неразумной авантюрой. Была и дипломатическая причина ухода из Ирака. Соединенным Штатам вполне нравилось, что в этой войне они руководили огромной международной коалицией при согласии вообще всех. Но арабские члены коалиции особым желанием свергать Саддама не горели. Опять же, из-за неизбежной нестабильности и из-за того, что баланс сил в регионе изменится. В конце концов, в восстановлении этого самого баланса во многом и был смысл войны. Зачем теперь курить против ветра? Поэтому американцы и их союзники пожали друг другу руки и поехали по домам с чувством выполненного долга. Конечно, решение это было не идеальное. Саддам все еще оставался диктатором, притесняющим свой народ. Доставалось и религиозным группам, вроде шиитов, которых в Ираке вообще-то было и есть больше, чем суннитов, и национальным меньшинствам, например, курдам. Джордж Буш-старший надеялся, что против потрепанного двумя войнами Саддама иракский народ начнет восстание, и вопрос смены режима решится сам собой. Восстание действительно началось. Вот только Саддам смог его подавить. Максимум, на что пошли американцы, установили в Ираке бесполетные зоны, чтобы защитить тех же курдов от саддамовских ВВС. Что, конечно, было хорошо, но выстоять режиму не помешало. Не помешало до 2003 года, когда уже Буш-младший прилетел в Ирак на второй раунд войны. На этот раз уже доведенный до конца. Особого смысла развязывать войну в Ираке и тогда не было. Как мы знаем теперь, и эти обоснования войны у американцев были фейковые. Никакого оружия массового уничтожения, о котором США заявили на весь мир, продемонстрировав пробирку с якобы токсичным порошком, у Саддама не нашлось. Союзники Штатов все это и в то время понимали. В отличие от вторжения в Афганистан в поисках Усамы бен Ладена, которое поддержало плюс-минус все мировое сообщество, новую войну с Ираком не поддержал почти никто. США это особо не волновало. После 11 сентября они были не особо склонны к дискуссиям. И Ирак они захватили за месяц, снова раздавив войска Саддама, а самого его захватили, отправили под суд и повесили. Когда солдаты из Персидского залива вернулись домой, американское правительство решило организовать необычное мероприятие – военный парад в Вашингтоне. Американцы любят хвастаться своей армией не меньше нас, но вот военные парады для них – вещь непривычная. Дескать, а к чему парад, когда и так видно, насколько мы крутые? Но тут уже был ни много ни мало настоящий военный триумф, так что, пожалуйста, парад мне, сказал Буш. Парад прошел по всем канонам. Маршировали тысячи солдат, ехали танки, летали истребители. Впереди торжественно вышагивал генерал Шварцкопф и отдавал честь президенту Бушу. Прошло все очень пафосно, но затем сразу появились вопросы о том, зачем этот парад вообще был нужен. Да и Министерство обороны было недовольно недешевой прогулкой солдат по центру столицы. С тех пор парады в Америке не проводили. До этого года, когда президент Трамп захотел себе один на день рождения. После окончания войны в Персидском заливе президент Буш-старший заявил, что вьетнамский синдром побежден. Ведь Америка перестала бояться вести войны. Долгая вьетнамская война вызывала у американцев отторжение к любым милитаристским приключениям. Синдром действительно был побежден, а Америка много лет была уверена в своей армии и хотела ее использовать. Но в 21 веке использование пошло не очень удачно. Многолетние войны, в которые ввязались США, синдром этот вернули. Оправданы окажутся опасения Буша-старшего. Америка застрянет в Ираке на целое десятилетие, а потом вернется воевать с исламским государством, которое выросло из остатков армии Саддама. Так, большой победой для Америки самым нетривиальным образом стала их оглушительная слишком уж победа. США буквально пострадали от собственного же успеха.
А еще, увидев, с какой легкостью американские ВВС и сухопутные войска разгромили Ирак, союзники Америки решили на собственной армии подзабить. Ну а что? Вы же видели, как они их там размазали. Зачем нам, европейцам, вливать огромные бабки в военный бюджет, если можно просто позвать дядю Сэма, который всем наваляет и не почешется? Мнение это подкрепил и распад СССР, и конец холодной войны в том же 91-м. В итоге европейские лидеры расслабились, сократили свои армии и обороной занимались в последнюю очередь на сдачу. Столкновение с суровой реальностью случилось только в 2022 году, когда война пришла в саму Европу. Вот такой сегодня рассказ про события прошлого. До завтра.